Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Антон. Ну что, поговорим немножко. Поговорим. А о чем поговорим? Давайте накидаем мыслей, темы. Вот смотрите, не мы будем накидывать, а накинут наши Так. дорогие, любимые подписчики, которые предложили нам интересную тему, на мой взгляд, на что обращают внимание парни при построении отношений с девушкой. Вот на твой взгляд, как ты считаешь? Да, просто вот по себе скажи, на что ты обращаешь внимание? Ну, во-первых, на то, что она не мужчина. Это база. Это база. Вот. Затем, значит, можно сказать, что основополагающий, наверное, момент это является энергетический коннект. То есть то, что либо есть, либо нет. Оно вот чувствуется сразу. При первой же встрече, при первом знакомстве, максимум при второй встрече после знакомства, да, на улице, например, подошел, познакомился, знакомство получилось. Вот, ты предлагаешь девушке встретиться, вы встречаетесь, и буквально в первые 10 минут, 15-20, сразу же понятно, есть вот этот вот коннект или нет. Чаще всего это было так 100%. То есть ты понимаешь, что ты с этим человеком можешь продолжать общение, либо оно очень быстро прекратится. То есть это интуитивно, если у человека тем более хорошо развита интуиция, это сразу же понятно. Хорошо, давай поглубже копнем. Что еще? Лично для меня. Да. То есть для меня важна интеллектуальная составляющая. То есть кто она? То есть чем она интересуется? Какой у нее взгляд на мир вообще? То есть ее работа или что-то такое, оно больше, наверное, второстепенную роль играет, если она очень интересная личность. То есть, вот. То есть я обращаю внимание очень на то, как она говорит. То есть манера поведения очень важна. Но это тоже больше, наверное, к энергетике относится. То есть, это, наверное, больше про женственность. Женственность, энергетика женская ее вот это вот. То есть это тоже очень важный фактор. Опять же, отсутствие мужественности. То есть отсутствие мы поняли, что мужских... не мужчина. Нет, мужских черт характера. Вот это вот такое стервозности, отсутствие. Однозначно, то есть не привлекает меня вообще стервы, то есть это отталкивающий фактор такой. Вот. Внешние критерии какие-то есть, если мы говорим про внешность? Конечно. Это, я думаю, что это первое, на что каждый человек обращает внимание. То есть еще до того момента, как ты, из разряда влюбился, да, в человека, ты же обращаешь внимание, встречают по одежке, грубо говоря, да. А одежка это еще и внешность, которую нам природа и Бог дал. Да? То есть люди обращают на это внимание. Знаешь, извини, что перебил. Знаешь, еще забавно то, что девушки порой задаются вопросами: а вот кто вас больше привлекает? Блондинки, брюнетки или шатенки? Вот мне кажется, это вообще такая история, которая в принципе не работает. Работает. Работает? У тебя работает? Однозначно работает. То есть у меня именно это, я не знаю, ассоциативный ряд какой-то, наверное, с тем, человек, возможно, выбирает по своему племени. Знаешь, то есть я замечал, что брюнеты, кореглазые люди выбирают также брюнеток и кореглазых. Опять же, не всегда и в огромное количество исключений, но в большей мере, скажем так. У тебя так происходит? Да, я замечал, что меня больше привлекают светловолосые, зеленоглазые, голубоглазые девушки. То есть я на них больше обращаю внимание. Хотя были, конечно, у меня и шатенки. То есть я знакомился, и меня тоже они привлекали. Но вот именно я обращал внимание, что больше это мое племя, скажем так. Да? То есть это так можно назвать. То есть я замечал, что у многих так, но не у всех. Да. Но для меня работает. Вот именно в критерии внешности он больше включается, флюиды как раз-таки во мне больше включаются именно как реакция на девушек. С внешностью разобрались. Так.
А подожди, а у тебя вообще не работает этот момент? То есть, Слушай, у меня по-разному было, да? Слушай, так вот если подумать, ну, наверное, вот возьмем все отношения, то забавно, ну да, в плане волос, наверное, если цвета волос, то это вот схожая история. Шатенки, да? Да, скорее всего, больше, да. Шатенки. Ну, вот Я что помню, что такого. у тебя такого, как шатенки были, кажется. Причем как бы не задумывался над этим. Но, опять же, наверное, знаешь, если мы говорим про отношения, может быть, да. А если мы говорим в целом про привлекательность, то тут, по большому счету, не играет. Да, Вот. это, конечно, понятное дело, потому что мы зачастую, нам интересно познакомиться с девушкой просто для флирта, да, там, или для каких-то романтических отношений. И мы же не знаем, они будут продолжительные или непродолжительные. Но, то есть, ну, как говорится, сексуальный инстинкт работает. Мы же все знакомимся, исходя из того, что у нас работают сексуальные вот эти вот стимулы. Это же кто сейчас скажет: ой, да нет, да-да. До 100% люди, вы как бы физиологию изучите, пожалуйста, вот, и помимо морально-нравственных как бы порывов, то, что нам человек может понравиться там, да, как человек, нас, конечно же, и физиологически к нему тянет, вот, в первую очередь даже, наверное, вот. Поедем дальше. Да. Что еще? Взаимопонимание. Так, каким образом человек меня воспринимает, понимает, реагирует на мои шутки, юмор, на то, каким образом я излагаю эту свою точку зрения на эту жизнь. Про юмор, мне кажется, это прям Да, вообще, это это вообще основа основ. основа основ. Если она не выкупает Однозначно. твои шутки, то это все, это можно Да. просто крест ставить Да. сразу. Да. И она во всем остальном может быть прекрасно, замечательно, но вот если она не Ну да, выкупает ты твои- лупишь с утра какой-нибудь чушь, там бред вот этот вот, ну как у меня бывает вообще. И если девушка над этим не смеется, извините. Всего Хорошего, да. Там. Ну а как, если вы будете жить там 5, 6, 7 лет, и она не выкупает вообще твой юмор, ну это... Я не знаю, это как какая-то... Страшный не знаю, сон. Страшный сон, бред, просто бред, невозможно это. То есть юмор, это да. Понимание именно твоей жизненной позиции, принятие ее, Даже если она считает иначе. это должна быть интересная точка зрения для меня. То есть, если она противоположна, я тоже должен ее принимать, иначе не получится. Ну То да. есть, если она думает по-другому, я должен это тоже принимать Потому и что уважать. иначе, если не принимать, то будет вот эта вот история, то что кто-то кого-то будет переделывать, да, кто-то да, будет идти да, на уступки, да, и это да. уже будет фальшь Да, такая. да. Потому что вот у меня, я просто замечаю тоже такие случаи, бывает, что вот вы знакомитесь, там общаетесь, да, это вот в отношения там переходит, и были случаи, когда изначально вот там, при знакомстве ты понимаешь, что взгляды на определенные вещи у вас разнятся, то есть они как бы диаметрально, не прям диаметрально противоположны, но они прям разнятся, есть такое. Потом вы начинаете встречаться, и там спустя какое-то время ты понимаешь, что девушка уже начинает разделять твою позицию на те или иные вещи, хотя буквально там месяца 2 назад она думала иначе. И ты такой: Ну да. так, что-то как-то мне как-то тут не по приколу. Ну, это, конечно, приятно, когда человек с тобой соглашается, да, в каких-то там моментах, вещах. Ты ее убедил. Да, но, понимаешь, зачастую... Либо это влюбленность таким образом. Да, зачастую это складывается, перетекает в то, что вот человек просто как бы... Да-да-да. Ну, то есть... Заглядывать в рот. Я бы и с радостью бы послушал противоположную точку зрения. Мне, может быть, даже это было бы поинтересней. Да? И если бы со мной ты не была Прикольную аргументацию, да. Да, такую... по фактам-то такие мини-дебаты устроить. Вот мне это тоже очень важно, чтобы можно было бы, скажем так, поспорить, что ли. Вот именно, да, такая немножко политическая игра. Вот это меня тоже прикалывает. Когда она может свою позицию отстоять,
Ну, причем аргументированно, не из разряда, то, что потому что ей гормоны в голову ударили, да, она эмоционально начинает принимать какие-то решения. А именно по фактам, чтобы она вот могла это все. Тогда ты думаешь, ёпт, мать, какая ты умничка-то у меня. Ментальный поединок, он иногда очень возбуждает. Да, то есть, когда, я не знаю, в женщине, наверное, самое сексуальное – это ее мозг. Как и, наверное, в мужчине. То есть, ну, это опять же, это, наверное, не для каждого этот критерий. Но лично для меня для меня тоже важно. Помимо того, что женщина сексуально там сексуально привлекательна, если у нее интересная жизненная позиция, и она мне импонирует в плане, то есть, даже не то, что импонирует, а цепляет именно своим разнообразием. Блин, это так редко бывает вообще. Сейчас люди стали очень похожими друг на друга. То есть, исходя из того, что, ну, наверное, жизнь такая монотонная, и это с какой-то стороны нормально. Но, тем не менее, когда встречаешь вот девушек, которые образованы, которые умеют грамотно пошутить, не подъебать жестко тебя, унизить там при всех. Это женщины глупые делают, которые... ну, скажем так, не преследует цели с тобой завязать отношения. Ну, либо там, я не знаю, если пацан вообще ни во что себя не ставит, то есть как куколд, грубо говоря. Таких тоже много. Много, да. Это тоже, конечно, проблема, я думаю, что воспитание там, семейных каких-то вот этих ситуаций. Да и в целом современной да, вот среды. эти вот навязывание слабины в мужчинах, оно невербально же происходит через НЛП, так называемое, да, через рекламу, фильмы, мультфильмы и так далее. То есть там нейролингвистическое программирование работает как танк просто. Так, слушай, что еще? Какие критерии? Или это вот по сути основа? Ну, это, наверное, такая основа-база. То есть, вот. Помимо этого, как это сейчас бы не прозвучало, хозяйственность девушки однозначно. Потому что когда чистота вокруг человека, чистота внутри человека, это, я не знаю, это, мне кажется, тоже базовое условие. Вот. Если вы, девушки, с этим не согласны, извините, мы, мужчины, к сожалению... С этим согласны. Да, мы с этим согласны. Да, к сожалению, для вас мы с этим согласны и считаем, что нормальная девушка должна быть хозяйственной. То есть, и мужчина должен быть хозяйственный. То есть, у каждого человека есть свои обязанности, которые... Да, по дому и по жизни, по быту. То есть, если вы думаете, что мужчина обязан, а вы ничего не должны, эта философия, она не жизнеспособна вообще в принципе. Да, это не жизнеспособная философия в долгую. То есть, если вы хотите попользовать человека и затем, там, грубо говоря, ну, такие пользовательские отношения, то, наверное, это, может быть, будет работать какой-то период времени, потому что мужики могут влюбиться, да, манипуляции можно завести на эмоциональные качели, подсадить человека на себя как на наркотик, грубо говоря, что женщины во многом и делают. И мужики многие тоже это делают, то есть это не только там девушки делают, это делают и мужчины. Вот. Но эта тактика, она, во-первых, не гармонична. К чему хорошему не приведет. Да, она не гармонична. Вы несчастливы, вы пользуетесь услугами человека, грубо говоря, что он рядом с вами весь такой хороший, услужливый и все такое. Но ведь гармоничная настройка – это когда люди заинтересованы друг в друге правильно, грамотно. То есть, когда они хотят дарить человеку гармонию именно, чтобы в его жизни было все грамотно, классно, интересно. То есть, когда люди мудро подходят к отношениям, тогда все у них нормально и не без кризисов, но в целом осознанные люди умеют над этим работать. Вот, поэтому хозяйственность – это однозначно. И женская, и мужская важна. То есть в себе мы, как мужчины, тоже должны этот момент прокачивать. Так, ну с этим вопросом вроде как разобрались. Смотри, какой еще момент вспомнил. Вот по своей природе мы, в принципе, подходим немного по-разному к построению отношений. Когда парень знакомится с девушкой, тут еще такой очень важный момент, действительно он имеет место быть. Парень интересуется прошлым девушки.
Ну, я думаю, ты понимаешь, о чем я. Ну да. Вот. А девушка при знакомстве с парнем, она задумывается о будущем. То есть она оценивает в плане того, что насколько он сейчас успешен, перспективный, что в будущем он может из себя представлять, да, каких высот он может достичь. И что есть, как говорится, за душой. Да, что имеется уже из нажитого. И здесь вот такой тоже момент, сейчас, возможно, тут поджог пукана у кого-то случится, но почему нам важно прошлое девушки? Вот как ты думаешь? Я думаю, что тут такой он вопрос, тут можно по-разному на него посмотреть. Но даже это интересный вопрос. Ну, я думаю, ты прекрасно понимаешь, о чем, да, это в первую очередь речь, то, что было ли у нее там огромное количество половых партнеров или нет. Ну, даже вот чисто, ну вот смотри, даже со стороны, если взглянуть на ситуацию, вот, например, ты идешь с девушкой по улице, да, и ты вот там, если мы говорим про какой-то маленький городок, да, не про Москву, да даже Саратов, если мы это возьмем, да, хоть население 800 тысяч, но это в принципе малый городок, это достаточно на проспект выйти, и ты с половиной своих друзей встретишься, очень высокая вероятность. И вот ты идешь с девушкой там по улице, там один парень, о, привет, другой парень, о, привет, и, типа, а это кто? Да, это так, знакомый. И ты понимаешь, что что-то как-то, ну, не ок. Ну, да? Сразу начинают лезть мысли в голову, да, то есть они, может быть, и не актуальны. Они надуманные, может быть, да. Но все люди надумывают себе. Да, но суть в том, что, понимаешь, здесь, опять же, восприятие, скорее всего, такое. То есть, если у девушки было много половых партнеров, то для парня это типа, блин, она побывала там у того, у одного, у второго, у третьего. И причем тут тоже, знаешь, важный момент. Мы же мы еще здесь подходим с точки зрения, опять же, ресурсов, да, она же интересуется будущим парня, насколько он может стать успешным, да, соответственно, обеспечивать совместное, как бы там, проживание, семью, да, то ты здесь невольно начинаешь понимать, то есть я, например, вот хочу с этой девушкой построить серьезные отношения, я затрачиваю свои ресурсы, это не только финансовые, это как бы время, внимание, да, там и прочие аспекты. А если до меня она, ну, условно говоря, там и с этим, и с этим, и с этим, то есть она отдавала свой ресурс, ну, как бы секс, это же со стороны женщины, это огромный ресурс, как бы можно сказать, даже один из основных. Какому-то Васе или Пете она давала без затрат со стороны Пети, то есть он для этого не прикладывал, не вкладывал никаких ресурсов, она просто ему этот ресурс дала, то ты думаешь, какого хрена вообще? Почему я это должен Почему делать? я тогда должен, да, тебе как-то взамен на это давать свои ресурсы? Ну, понятно. А со стороны девушек, то есть, это, согласитесь, это так не работает. Со стороны девушек, скорее всего, я предполагаю. У них, опять же, безопасности. Не, я немножко про другое, про восприятие. Если, например, у парня до нее было много девушек, мне кажется, что здесь срабатывает немножко по-другому восприятие. Не то, что он там и с той, и с этой, а считает, скорее всего, вот он там пользуется охренеть каким спросом, а урвала его я. А будет моим. А урвала его я. То есть, как бы такой собственнический именно срабатывает. Ну, мне так кажется. Возможно, это так работает. Девушки, если вы как бы не согласны со мной, ну, тогда озвучите свою позицию в комментариях, будет интересно послушать. Это вероятно, это так работает, ну, очень часто. Но помимо этого, мне кажется, что тут база работает. Девушке важно ее безопасность и безопасность ее потомства. На инстинктивном, на природном уровне. И это самый основной, базовый у них, скажем так, принцип выбора, да, они сами это все признают, они, ну, грубо говоря, огромное количество подтверждений, и сейчас уже, да, вот видео на Ютубе, ну, просто оголило эту всю историю, то есть девушки все при выборе парня, ну, там, при вопросе, на что вы обращаете внимание при выборе молодого человека, они говорят деньги, 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 успешность, деньги, его статус,
там и все такое. Так, конечно, не все. Опять же, тут это Ну надо да, тоже да. понимать. Это у просто, этих видео они медиа создают рисует таким эту образом картину. кликбейт, то есть они именно намеренно хайпят на этом и именно такие ответы девушек подставляют. Но среди мужиков, я, честно говоря, среди обычных нормальных мужиков я не встречал среди своих, во всяком случае, там, друзей, товарищей, позицию, что мне самое важное у девушки это деньги. Никогда. Так в том-то и прикол, то что ты это Никогда вообще даже вообще. об этом не задумываешься. Да, то Ну, есть спокойно, если девушка будет мне нравиться, я в нее влюблюсь там и все такое, если она даже работает в Макдональдсе, я вообще ничего против не буду иметь. вот это вот еще одна интересная тема. Вот понимаешь, что здесь... Или если она будет топ-менеджером, а я не буду об этом знать, то есть для меня не важно это. Не вообще. Но это же база, это все база, на самом деле. Слушай, ну вот не соглашусь. Если топ-менеджер, вот допустим, да, ты встретился... Но ты этого не знаешь. Ну да, ты этого не... А потом ты это узнал. Ну, потом. И потом это, как, конечно, может очень... Тут тоже очень в сильно... обратную сторону По сработает, психике, да? конечно, это бить может очень сильно. Ну, как мы уже вот и говорили, да, о том, что... Роли меняются. Мужчина, да, если сидит дома, а ты ничего... Не то, что сидит дома, ты тоже работаешь, она но делает... ты зарабатываешь меньше. Да, она делает... Но это уже другая тема, и более... это, конечно, тоже ее можно осветить в да. каком-то из подкастов. Здесь, поскольку, знаешь, мы коснулись темы там половых партнеров, да, там я припоминаю еще один вопрос от подписчиц. Вопрос звучит следующим: а какие девушки для секса, какие девушки для отношений? Интересный вопрос. Ответа на него я не дам. Ответа на него, наверное, как однозначного нет. Но если так абстрактно на это взглянуть, наверное, сексуальная энергия какая-то вот. То есть есть люди, которые очень сексуально озабочены, скажем так. Ну, то есть можно это таким образом, да, обозвать или наименовать. То есть у человека очень сильная сексуальная энергетика, он ее хочет реализовывать. Давать. Разными путями. В разные пути, как говорится. Пути, не путю. Да. И это, наверное, как основа, да, у человека просто есть это вот, он хочет это, для него это очень важно. Он хочет, чтобы его хотели. Да, да. Что он для этого делает, соответственно? Ну, соответственно, он сам об этом, видимо, сигнализирует. Ну да. Через внешнее демонстрируют проявление. они через внешность. То есть эти девчонки в основном очень стремятся к тому, чтобы привести... На них обращали внимание, да, они такую экстравагантную себе внешность формируют, там, то есть это чаще всего это вмешательство косметологов, там увеличение определенных органов. Причем я бы хотел заметить, что гиперболизировано. То есть, я, например, ничего против не имею, если это подчеркивает естественную красоту, потому что, ну, бывают такие девчонки, у которых как бы там, тонкие губы. Да, ты общаешься и типа там спустя какое-то время она там заикается, а я вот себе губы делала. Ты смотришь, типа, где? Ну, то есть, ты вообще не видишь этого. Естественно, она говорит, типа, ну, вот, а если бы я не делала, они были вообще еще меньше. Я говорю, ну, слушай, как бы, окей, вопросов нету, да, если это, естественно, подчеркнуто. Да даже если там мы берем операции касаемо груди той же самой, тоже всякое бывает. Тут как бы природа кого чем наградила, да, у кого-то, может быть, вообще ее нету, или там ее практически нету. Да, если ты это сделал аккуратно, это выглядит эстетично. Слово эстетично у меня как фотографа оно вызывает вообще особенный триггер, потому что вот сидя в запрещенной всеми нами соцсети, ты просто видишь это обилие вот этого контента, эстетики. Там по большому счету просто вот так вот снизу сфоткана жопа, вот максимально просто вот жопа на весь экран. А эстетика. Блять, это твоя жопа, это не аэстетика. Слушай, ну у кого на что мозгов хватает? Ну, тут да. Как бы, если своими именами называть это все, это просто не хватает больше ни на что ума, реально. Вот как вот мы обсуждали сейчас вот буквально, да, что очень важно, что у человека внутри. Вот эта вот фраза: а что ты мне можешь дать?
Да? Это же не только с женской стороны может прозвучать, да, а что ты можешь дать мне там, я такая вся пиздатая, да, а ты вот что ты мне можешь дать? То же самое работает и в обратную сторону. А что ты мне можешь дать? Только свою красоту. Если мужик... Так это все временно. Красота, Да. молодость, это все временно. Но это как бы, хочется сказать, что, наверное, это тоже один из основных ресурсов. Ну, женский. конечно. Но суть такая, что если в тебе внутри пустота... Кроме этого ничего нет. Да, если в тебе ты просто красивая кукла, ну, как бы на тебя есть определенный спрос. Базара нет. Как бы это все работает до поры до времени. А потом... Пока ты в тренде, скажем Пока ты так. в тренде, это работает. Ты вся такая классная, уверенная в себе. И, Слушай, вот... грубо говоря, на сраной козе ко мне не подъезжай. Вот про тему внешности, что пока мы не отошли, про тему внешности, и ты говоришь, что уверенные в себе, это как раз-таки про украшательство, когда там себе вставляют большие сиськи, губы надувают. Это мне кажется, что... Я, может быть, ошибаюсь, но такое ощущение, что это две крайности. Как правило, такие девушки, у которых это все гиперболизировано, оно прям вот на выкате, они либо становятся слишком уверенные в себе, то, что я такая вот королева, я себе сделала тело, я там себе и нос спилила, я вот эталон красоты, они становятся слишком самоуверенные, и там, да, как ты говоришь, на кривой козе не подъедешь. Либо вторая крайность. Она еще больше становится недовольна собой. То есть она как бы одну операцию сделала. Она понимает, что, блин, вот сиськи я сделала. Блядь, надо нос. Она идет пилить нос потом. Блядь, вот губы какие-то, надо губы. Потом, блядь, что-то скулы. И все. Вечное недовольство. И это постоянно вот так вот. Мне, знаешь, мне хочется, наверное, сказать спасибо таким девушкам, потому что, ну, ты сразу визуально отсеиваешь ее. И ты сразу визуально понимаешь, чего ты не хочешь точно. То, что такой... Дорогая моя, у тебя столько заебов в голове, что ты их у себя внутри не можешь удержать, они переходят во внешнее проявление. Ты об этом кричишь всему миру. Ты думаешь, спасибо, что ты меня предупредила. Как бы, ну, вот опять же, давай как бы по чесноку, да? То есть, как бы, конечно, мы обращаем на это внимание. Вопросов нет. Там, да, и губы, 100%. И грудь, да. Мы-то определяем как раз-таки это для конкретных целей. Ты думаешь, блин, да можно попробовать. Ну, в плане секса почему бы нет? Но для чего-то серьезного это вот автоматически типа, ну, нет. И, конечно, может быть, есть девушки такого плана, да, внешнего, интеллектуалки какие-то прям, да, но мне лично такие не попадались. Не знаю, может быть, они есть. Но все равно это есть, как-то... скорее всего. Тут обобщать никогда не стоит. Да, прям вообще, там, знаешь, всех, как говорится, под одну гребенку. Но все есть подсознательно виды. Это срабатывает именно так. Вот именно такая реакция. То, что вряд ли. Ну, короче, просто я думаю, что естественность, да. естественная красота, она ценится больше. И это очевидно. Ну, как бы это... Немножко... У меня вообще не было ни разу девушки с накачанными губами. Никогда. Или вставленной грудью. Никогда. Еще прям... Мы не будем развивать эту тему, я просто немножко коснусь. У меня есть знакомый, который занимается эскортом. Вот он... Не он, а он как бы девчонок ищет. Вот. И у заказчиков вот сейчас прям четкий запрос на то, что на натуральность. То есть уже заказчики, они уже затрахались, уже говорят в прямом смысле, и говорят, дайте нам нормальных, естественных. Они, блядь, все попеределаны, мы уже затрахались, блядь, они уже нам, потому что они все как одна, они неинтересны. Надо что-то запрос на естественность. То есть, как бы и там запрос на естественность везде. И, наверное, как бы вот сейчас большинство мы как бы придем больше такой естественности. Потому что мне все же кажется, что это отходит на второй план, хотя хрен его знает. Слушай, на второй план оно не то, что уходит, оно просто люди этим наелись уже. Как говорится... Слишком много этого. Все меняется, да, то есть и все циклично. Все циклично. То есть какие-то стандарты внешности, они могут повторяться из там века в век, да, когда-то, ну, там пластической хирургии, конечно, наверняка не было никогда, это только сейчас, да, появилось. Но какие-то нормативы там в плане то, что пышность тела, да, была в определенное время, да, там в средние века было в моде. Сейчас, наоборот, худоба,
да, то есть является просто раньше... признаком статуса. Да, раньше как бы сложновато было найти пропитание, скажем так, да? Да, и то есть, если ты, как говорится, упитанный человек, значит, у тебя уровень жизни, статус и все такое. А сейчас наоборот. Да, что у тебя изобилие еды, и чем ты больше жрешь, тем ты больше, получается, как говорится, неосознанный человек, то есть получается. Слушай, пока мы не отошли от темы внешности, вот девчонки тоже очень поднимали вопрос, который их интересует. Татуировки. Вот отношения парней. Почему для некоторых... Вопрос звучал так. Почему для некоторых парней, даже не то, что для некоторых, для большинства парней, татуировки у девушки это прям воспринимается как некое табу? Ну, я думаю, что это все индивидуально. Я встречал пары, которые полностью татуированы вместе, и они абсолютно адекватные ребята. Да, но. Нет, смотри, здесь как бы суть в том, что как бы они оба татуированные. Ну, и не только я таких встречал, имею в виду то, что и были примеры, когда девушка эстетично татуирована, а парень, ну, там имеет 1-2 татуировки или не имеет вообще, и они вместе, у них все в порядке. Вот. То есть, в зависимости от того, как это выглядит, как человек себя в этом амплуа все равно, кто он. То есть, позиционирует, да? Ну, кто он? То есть, нужно понимать, что это за человек. То есть, не всегда сильно татуированная девушка является предметом отторжения. Но чаще всего как-то вот подсознательно, опять же, это то есть человек отдал свое тело под роспись, и зачастую, то есть это делается неосознанно, там, да, что попало, грубо говоря, какие-то просто нанесения каких-либо рисунков, вот, и, наверное, подсознательно это воспринимается как какое-то легкомысленность, что ли. Ну, я понимаю. Типа вот такое, что как-то человек не задумывается о том, что он делает. То есть он просто вот, оп, там, медвежонок Барни, ой, а здесь там киндер-сюрприз, там, а тут дракончик там с чем-то. И опять же, это не значит, что человек плохой. Ну да. Или что он никто там не говорит, какой-то... что человек плохой. Да, а именно... Просто это подсознательное восприятие его, наверное, вот именно какой-то легкомысленности. То есть у меня так это воспринимается как-то. Вот я сейчас пытаюсь это просто осознать. Как-то так. Ну и, наверное, это все-таки стереотипы какие-то заложенные в сознание о именно вот чистоте. Вот мне приятно, когда тело девушки вот именно девственно чистое именно, то есть на нем там практически нет татуировок. Если есть там одна и очень красивая, классная какая-нибудь там, да, то есть я не отвергаю, у меня вот у самого татуировка. Да, но у тебя были девушки с татуировками? Да. Но да. Они прям были с такими выраженными татуировками, большими? Слушай, нет, это были татуировки такие, они, грубо говоря, не на явных были местах, это была голень, это была рука, запястье, там, на плече. Ну, короче, не кричащие. Не кричащие, это было что-то такое, что для человека вот, ну, захотелось ему, да, там какой-то... Вот, смысл, может быть, внести, что-то внести, да, смысл, там, какие-то завуалированные текста, да, которые понимает только он. Это у каждого человека своя, там, может быть, история, философия. Я против этого не имею ничего, как бы так. Но когда это в большом количестве и слишком... возможно, какие-то разноплановые. Мне это не особо нравится. То есть это... Хотя, опять же, наверное, от примера. Есть, наверное, очень круто татуированные люди. То есть я таких просто не часто встречал, там, единично. Никто же не говорит, что это некрасиво. Есть действительно вот очень классные именно татуировки. Отношения в плане там, у себя для отношений я бы, наверное, такую девушку себе не выбрал. У меня этот критерий являлся бы отталкивающим. Хотя, может, я ошибаюсь. Может, я ошибаюсь, потому что жизнь такая штука, она может так это сделать, то есть, что ты хоп, ага, не хотел, на! Вот, то есть, это не исключено, но, наверное... Подсознание срабатывает Подсознанием срабатывает так. Но это все индивидуально. Вот. Ну, короче, получается то, что какие девушки для секса, какие для отношений. Ну, мы, в принципе, раскрыли эту Да, тему. мы, в принципе, раскрыли, но как подытожить? Давай. Девушки для секса – это те, которые транслируют свою откровенность.
Они именно... сами об этом заявляют. Они сами об этом заявляют. Я вот такая, мне нужно от тебя это. То есть это вот в спортзалах все это очень ярко выражено. Да, приходишь в спортзал, и ты видишь, что девушка явно пришла за тем, чтобы найти себе как минимум секс. А либо чтобы на нее... чтобы ее дофаминовую систему кормили вот эти взгляды на ее задницу, на ее грудь, которая у нее вот так вот вываливается, да, то есть она хочет этого, такого внимания к себе. И я хочу как бы заметить особое внимание девушек, то, что для мужчины это прям проблема, в том плане, что ты приходишь в зал реально позаниматься, а не... ну, хотя ладно, у всех разные задачи. Может быть, кто-то там из пацанов ходит в зал для того, чтобы познакомиться, но... Хрен его знает. Я прихожу в зал, чтобы позаниматься. Мне вот, блядь, этот внешний раздражитель, он реально отвлекает. Он вот просто мне не нужен. Пора идти в потную качалку, где мужики 50-летние. Стану богатым, открою спортзал только для мужиков. Будет входная дверь, килограмм 60 весить. И чтобы, блядь, ни одна женщина вообще туда не вошла. И тут заходит просто... Люся просто... Ну что, здравствуйте. Такая баба буйвол просто. Больше, чем Шварценеггер. Для Люси как бы вопросов нет. Ага. Вот, и, собственно говоря, значит, девушки для секса — это девушки, у которых ярко выраженная сексуальная энергия, да, которая просто, наверное, там можно это назвать, чакра нижняя у нее очень ярко работает, и да, и верхняя, да, горловая, вот, вот, и получается, ей это необходимо, наверное, да, и она этого ищет. Это в какой-то мере нормально, в какой-то мере ненормально, да, то есть мужики реагируют на это кто как, но думаю, что для семьи такая энергетика, она... деструктивна. Не то чтобы даже прям деструктивна, но она очень сложно с этой энергетикой, кажется, работать. То есть для семьи девушка подходит, у которой с сексуальной энергией все в порядке, да. Но тем не менее она не превалирует. Да, она больше скромна, уважает свой внутренний мир, не демонстрирует его прям вот так вот, прям вот. Смотри, какая я, грубо говоря, вот нет демонстративно такого поведения, то есть это больше уважительное отношение к себе и к окружающим через вот именно свои вот норму поведения. То есть скромность. Меня в женщинах привлекает скромность. Ум, скромность и правильно выдержанная сексуальная энергия. Это именно это вот шарм какой-то в женщине. Причем скромность может даже сильнее возбуждать, чем вот именно такая проявленная сексуальная энергия. Однозначно. Сейчас, мне кажется, мужики так изголодались по красивым, сексуальным, скромным женщинам, которые именно не демонстрируют, а очень кротко и правильно себя позиционируют вот в плане... саморазвитие личности, знаешь, то есть как они общаются с мужчинами, каким образом они заявляют о себе именно с точки зрения личностных качеств, интеллектуальных качеств, да. Сейчас больше таких становится девушек, слава богу, да, но еще я думаю, что есть к чему стремиться. Ну, как и нам. Мужиков тоже, конечно, огромное количество, да, и мы во многом такие еще, да, то есть есть куда расти всегда, но все-таки лично я изголодался по скромным девушкам, по классным, красивым, скромным девушкам, то есть которые умеют правильно себя преподнести. Свою женственность раскрыть. Да. У которых есть своя точка зрения на многие вещи, которые умеют вести прикольный, классный диалог, умеют тебя правильно подколоть, пошутить над тобой, да, то есть аккуратно, не оскорбляя тебя, знаешь, вот это, ну мне встречались такие девушки, и это всегда было очень классно. Это круто, хвала им и честь, как говорится. Слушай, я считаю, что мы достойно раскрыли данные темы, которые поднимали сегодня. На этой замечательной ноте мы хотим с вами попрощаться. Также просим оставить ваши комментарии, с чем вы с нами согласны, либо не согласны. Подписаться на канал.
поставить лайк, рассказать друзьям. Ну, Да. база. Да, и... Хорошего дня вам. Будьте счастливы и здоровы. Всего хорошего.